25 мая 1979 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании American Airlines выполнял регулярный внутренний рейс 191 по маршруту Чикаго-Лос-Анджелес. На борту лайнера находились 271 человек. 25 мая 1979 года небо над Чикаго было ясным и дул северо-восточный ветер со скоростью 40 км в час. Видимость составляла 24 километра. В аэропорту О'Хара пилоты готовились к вылету. Рейс выполнял очень опытный экипаж. Командир воздушного судна Уолтер Лакс, очень опытный пилот, проработал в авиакомпании 28 лет и 5 месяцев. Был квалифицирован для полетов на 17 типах самолетов, включая такие как Boeing 707, 727, DC-6 и DC-7. На командира McDonnell Douglas DC-10 был квалифицирован в декабре 1971 года, то есть практически уже в начале их появления. Имел дальнозоркость, в связи с этим по медицинским показаниям носил очки. Налетал свыше 22,5 тысячи часов, свыше 3000 на DC-10. Второй пилот Джеймс Диллард, опытный пилот, проработал в авиакомпании American Airlines 12 лет и 10 месяцев. На второго пилота DC-10 был квалифицирован в июле 1977 года. В отличие от командира, носил контактные линзы в связи с близорукостью. Налетал 9275 часов, свыше 1000 на DC-10. Бортинженер Альфред Удович проработал в авиакомпании 24 года. На борт инженера McDonnell Douglas DC-10 был квалифицирован в сентябре 1971 года. Налетал свыше 15 тысяч часов, 750 из них на DC-10. В 14 часов 50 минут McDonnell Douglas DC-10 был отбуксирован, а затем начал движение по рулежкам к взлетной полосе 32-я правая. Вес авиалайнера составлял 172 тонны, что соответствовало скорости принятия решения 257 км в час. Скорость подъема носовой стойки шасси 269 км в час и минимальной безопасной скорости набора высоты 283 км в час. Во время запуска двигателя и движения самолета по аэропорту его работники не заметили ничего необычного. В 14 часов 59 минут лайнер занял позицию на исполнительном старте в начале взлетной полосы. В 15 часов 2 минуты авиадиспетчер связался с рейсом 191 и дал команду на взлет, на что командир доложил: «Америка-191 на взлетный». Руды были установлены на взлетный режим, и самолет начал разбег. Но когда он пробежал по полосе 1800 метров, с диспетчерской вышки увидели, как левый двигатель вместе с пилоном отделился от заднего крепления, перелетел через переднюю кромку левого крыла и, оторвав при этом кусок крыла длиной около 1 метра, рухнул позади самолета на взлетно-посадочной полосе. После чего за самим крылом появился белый воздушный след от вытекающего авиатоплива. Помимо топливопроводов, оторвавшийся двигатель также порвал линии электро- и гидросистем. Падение давления в гидросистеме привело к тому, что левые предкрылки начали медленно убираться. Между тем, рейс 191 уже оторвался от взлетно-посадочной полосы и со скоростью 319 км в час начал набор высоты со средней вертикальной скоростью 5,6 метров в секунду. Понимая критичность ситуации, диспетчер тут же связался с экипажем. «American-191 тяжелый. Вы хотите вернуться на ВПП?» Однако ответа не прозвучало, так как экипаж был занят проблемой сохранения полета. Пилоты увидели по приборам, что пропала тяга левого двигателя, но не знали, что тот оторвался, при этом нанеся крылу серьезные повреждения. Из-за асимметрии тяги двигателей второй пилот начал выравнивать самолет с помощью руля направления. Рейс 191 на скорости 303 км в час поднялся на высоту 90 метров, когда экипаж в соответствии с инструкцией по полету на 2 двигателях начал снижать скорость до 283 км в час. Для этого был поднят нос вверх под углом 14 градусов. Но через 20 секунд после отрыва от взлетной полосы на высоте 100 метров, когда скорость упала до 294 км в час, на левом крыле из-за убранной механизации произошел срыв потока,
что привело к сваливанию и появлению быстро увеличивающегося крена влево. Механизация на правой консоли работала исправно, что усугубило ситуацию. Авиалайнер на скорости 287 км в час достиг высоты 122 метра, когда крен достиг прямого угла, то есть крыло заняло вертикальное положение, тем самым подъемная сила упала до нуля, и лайнер начал быстро падать. В 15 часов 4 минуты, менее чем через минуту после отрыва от взлетно-посадочной полосы, рейс American Airlines 191 под углом 20 градусов и с боковым креном 122 градуса левым крылом врезался в землю в Des Plaines, пригород Чикаго, близ трейлерного парка, в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы, и полностью разрушился. Полностью заправленные топливные баки взорвались, образовав большой огненный шар, и обломки самолета полетели в ближайшие дома трейлерного парка. Дым от катастрофы был виден даже из центра Чикаго. В катастрофе погибли 273 человека, все 271 человек на борту самолета и 2 человека на земле. В трейлерном парке были разрушены 5 домов, и еще несколько были повреждены. 2 человека на земле получили серьезные ранения. Это самая худшая авиакатастрофа на североамериканском континенте. Расследованием причин катастрофы рейса 191 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. В ходе расследования NTSB аннулировал сертификат летной годности всех DC-10 с 6 июня по 13 июля 1979 года. В результате 270 лайнеров DC-10 на это время прекратили полеты. Авиакомпании несли огромные убытки. Окончательный отчет расследования был опубликован 21 декабря 1979 года. Согласно отчету, причиной отделения левого двигателя стала некачественная процедура регулярного техобслуживания, проведенная в аэропорту Талсы, Оклахома. Механик, как оказалось, не следовал инструкции по демонтажу и монтажу левого двигателя и его крепления, что вследствие вызвало его выход из строя. Двигатель поднимали и крепили на подъемнике, и от ударных нагрузок при монтаже в креплении стали появляться микротрещины, которые в итоге привели к разрыву соединения. Механик, ставший, как он полагал, причиной катастрофы, покончил жизнь самоубийством. До терактов 11 сентября 2001 года это была самая смертоносная авиакатастрофа на территории США. Она остается худшей авиакатастрофой в стране. По числу погибших она занимает 2-е место среди катастроф с участием DC-10. Смотрите также крушение DC-10 в Су-Сити 19 июля 1989 года. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании United Airlines совершал плановый рейс 232 по маршруту Денвер, Чикаго, Филадельфия. Но уже через 1 час 7 минут после взлета у лайнера разрушился хвостовой двигатель. Экипаж смог посадить самолет в аэропорту города Су-Сити, но лайнер правым крылом врезался во взлетную полосу и разрушился. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.